Здравствуйте, с вами Елена Глозман, семейный и парный психотерапевт, ДПДГ-терапевт, автор книг «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости и счастливый брак. Практическое руководство для пар по созданию эмоциональной и интимной близости». Нередко слышу я, знаете, такие заявления интересные, особенно от женщин, которые встречаются, молодые женщины, да, которые встречаются, выходят, скажем так, на какие-то свидания, да, стараются познакомиться с молодым человеком. И вот нередко я слышу такие высказывания, что всем нужен только секс, да, есть определенные ожидания, чтобы это было у кого-то с первой встречи, у кого-то с пятой встречи, да, что есть определенные ожидания со стороны мужчин, что обязательно должны произойти как бы интимные отношения. И вот я решила действительно как бы посвятить ролик этой теме, потому что в принципе, да, то есть что получается, какая ситуация, когда я спрашиваю, допустим, этих молодых девушек, женщин, да, что было ли желание, у тебя у самой было ли желание, скажем так, начать отношения как бы с этим молодым человеком, то обычно ответ он отрицательный. Понимаете? То есть обычно ответ отрицательный. Вступают в сексуальные отношения для того, чтобы удовлетворить потребности другого человека. Как следствие этого не происходит никакого удовлетворения, о каком оргазме мы говорим, да, то есть оргазмом даже там и не пахнет, да, никак, даже шанса нет никакого, потому что для того, чтобы войти в состояние оргазма, женщина должна расслабиться, да, женщина — это отношения и в паре, и с самой собой, как можно расслабиться, да, если ты еще не понимаешь, вообще хочешь ты этого человека или нет. И происходит определенная как бы травматизация, да. Теперь что происходит, знаете, как бы, во-первых, это то, что обычно девушки, женщины говорят о том, что им это все, вот эта вся ситуация, она как бы очень неприятная, и у меня как бы спрашивается вопрос, поднимается вопрос, прошу прощения, что а почему нужно входить как бы туда, куда входить совсем не хочется, да, то есть интимные отношения, я об этом посвящена треть книги, да, у меня «Счастливый брак. Практическое руководство для пары по созданию эмоциональной интимной близости», и я свято верю в то, что интимные отношения, сексуальные отношения, которые удовлетворяют как бы обоих партнеров, могут происходить только вследствие действительно как бы эмоциональной близости. Я вам хочу сказать, что основатели вообще сексологии, Каплан и Мастерс, ой, я сейчас перепутала, Мастерс и Джонсон, господи, я все в одну кучу смешала сейчас. Хелен Каплан, это из другой, это тоже сексолог, немножко другой. Мастерс и Джонсон, которые проводили достаточно много семинаров для улучшения сексуальности партнеров, они сами как бы писали впоследствии о том, что пары, которые работали просто над техникой, да, как бы в конечном итоге они все распались. То есть техники недостаточно, понимаете, должна быть составляющая, эмоциональная составляющая, должны быть чувства, должно быть многое, что описано в моих книгах, понимаете, как бы любовь, уважение, принятие себя, принятие другого человека, да, все это должно быть для того, чтобы сексуальные отношения были удовлетворяющими, понимаете, как бы обоих партнеров. Теперь мой посыл обычно таким вот девушкам, молодым женщинам, да, как бы, что ни в коем случае нельзя, ни в коем случае вступать в отношения сексуального характера с мужчиной, которому ты вообще не уверена, что ты чувствуешь и что ты от него хочешь.
И поверьте мне, то есть я сейчас, речь даже не в количестве встреч, да, то есть, ну, появилось у женщины желание, там, я не знаю, на третью, четвертую встречу, там, да хоть в первую, да, какая разница, то есть если там пылает там страсть к этому мужчине с первого взгляда, допустим, ну хорошо на здоровье, понимаете, но речь идет как раз о тех женщинах, где нету этой страсти, ничего там не пылает, понимаете, но женщина почему-то как бы вот выбирает для себя сделать то, что ей впоследствии как бы очень-очень неприятно вспоминать. И дополнительные ситуации, которые, знаете, опять же, очень часто поднимаются на сессиях, как раз женщина, допустим, особенно когда идет, знаете, проработка, скажем, сексуальных травм, особенно в детстве, когда девочка была подвержена сексуальным домогательствам, сексуальному насилию, и впоследствии, то есть когда она уже вырастает, очень часто как бы эти женщины рассказывают о том, что было свойственно вот это вот открытая сексуальная вседозволенность, да, и что она сама выбирала мужчины, она сама этого хотела, и она сама, но когда вот мы начинаем прорабатывать эти травмы, то оказывается, что это просто была повторная травматизация, понимаете, что ощущение после всего этого, то есть когда она начинает осознавать, что на самом деле там было, да, что такое вот эта повторная травматизация, когда мозг, он повторяет ту же самую ситуацию, да, болезненную для человека ситуацию, с желанием, скажем так, то есть это подсознательное желание его изменить, понимаете, его изменить, его починить, его исправить, понимаете, но этого не происходит, понятное дело. И получается, то есть вторичная, как бы повторная, прошу прощения, травматизация. И все это как бы очень опасно, и все это совсем нехорошо. И когда вот мы прорабатываем, особенно ДПДГ-терапия в данном случае очень помогает, то оказывается, что не было там, в принципе, истинного желания как бы женщины, была вот просто травма, которая живет, да, как бы через нее и делает определенные действия, которые наносят ей урон. Поэтому мой посыл для тех девушек, для тех женщин, которые почему-то считают, что они должны делать то, что от них ожидается, во-первых, вы ничего никому не должны. Да? Я повторяю, как бы, постоянно повторяю эту фразу, никому ничего не должны. И если нет у вас желания, даже если вы очень чуткая женщина, вы видите, да, как бы ожидания мужчины от вас, это не говорит о том, что вы должны выполнять как бы чужие ожидания от вас. Вы можете проигнорировать, все нормально, вы не обязаны как бы воплощать в жизнь то, что вы чувствуете, то, что вот тот вайб, да, который как это сказать, ощущение, да, то, что вы ощущаете в воздухе, вы не должны бежать, можете это проигнорировать. Это во-первых. Во-вторых, если у вас внутреннее ощущение, что мужчина не захочет с вами встретиться, если вы это ему не дадите, во-первых, смотрите, здесь как бы проблематичные два момента. Первый момент, что женщина, которая вступает в интимные отношения, если это не идет от нее самой, да, от ее страсти, от ее желания, хорошей любовницей она там быть не может, понимаете? То есть неудовлетворенность у мужчины, она все равно какая-либо останется, понимаете? То есть там не будет ничего страстного, прекрасного, хорошего, не будет, понимаете? Обычно такие пары, вот когда я им задаю вопрос от 0 до 10, насколько вот были ваши сексуальные отношения, в начале отношений они могут сказать там где-то так на 4, на 5. Я прошу прощения, так не должно быть, понимаете? То есть один момент, да, то есть там все равно ничего хорошего в этом сексе не будет. А во-вторых, то есть шанс, что мужчина как бы разойдется с этой женщиной, он действительно очень высок. И, соответственно, посыл мой, да, к этим девушкам, к этим женщинам, что, во-первых, ни в коем случае не надо делать то, что вам кажется, что от вас ожидают, что это не ваше желание, от вас ожидают.
И если есть вот эти сомнения, если есть страхи, что оставят, да, что мужчина оставит, если ты не сделаешь то, что он хочет, это говорит о том, что у такой женщины очень низкая самооценка. Это говорит о том, что такая женщина чувствует, что это то, что она заслуживает такие отношения, понимаете? И в данном случае, кроме терапии, там больше ничего не поможет. То есть неважно, насколько родители будут говорить, насколько подруги будут там убеждать, это ничего не изменит. И в данной случае, то есть если, конечно, женщине это самой не мешает, то ей не мешает, да. То есть я сейчас адресую свой посыл тем женщинам, которым это, да, мешает, которые хотят это изменить, и единственный действительно способ это изменить — это улучшение, повышение своей самооценки, когда ты понимаешь, да, чего ты достойна, когда ты понимаешь вообще, кто ты есть, ты понимаешь, как ты выглядишь, ты понимаешь, что мужчина вообще должен быть счастлив, да, от того, что ты с ним встретилась, и от того, что ты с ним там поужинала, и другие люди увидели тебя вместе с ним, понимаете, это уже называется высокая самооценка, да, когда первый вопрос по поводу, там, если мы говорим об интимных отношениях, не хочет ли он, а вопрос, хочу ли я, понимаете, вот это уже называется как бы высокая самооценка, поэтому все у нас сводится в конечном итоге как бы к самооценке. Сама с собой как бы самооценку проработать невозможно. Я еще раз говорю, никакие мантры, никакие там уговоры со стороны окружения ничего не поможет. И поэтому, конечно, терапия и только терапия для того, чтобы выйти из этого порочного круга, потому что каждый человек, каждый мужчина и каждая женщина заслуживают счастья, заслуживают радостных, удовлетворяющих друг друга отношений и интимного характера в том числе. Была с вами Елена Глозман. Берегите себя, заботьтесь о себе, любите себя. Была с вами Елена Глозман.